Элара сидела в машине с Дэйвом, работая над своим проектом, когда вдруг между ними разразилась ссора. Она знала, что их отношения уже давно ступили на минное поле, и хотя она пыталась игнорировать эту правду, в этот момент Дэйв, невзирая на все, что они пережили, выбросил ее из машины. Это было неожиданно и болезненно. Она оказалась на пустынной дороге в 30 милях от дома. Ее сердце колотилось от гнева и унижения. В этот раз это была последняя капля. Элара не собиралась продолжать терпеть такую жестокость и решила, что, несмотря на страх и одиночество, пришло время действовать. Ее план был дерзким и решительным. Месть за годы боли и унижений, которые она терпела. Она знала, что эта месть должна быть тщательно спланирована, чтобы не дать Дэйву ни единого шанса на восстановление. Элара стояла на краю дороги, поднимая руку, стараясь поймать попутку в надежде, что кто-то остановится и поможет ей выбраться из этого ужасного положения. Но большинство машин проезжали мимо, игнорируя ее сигнал, и она чувствовала себя одинокой и беспомощной. Каждый барьер на ее пути казался ей олицетворением всех тех лет страха и унижений, которые она пережила с Дэйвом. Каждый раз, когда она пыталась привлечь внимание водителей, ей становилось все более обидно и горько. Внутри нее разгорелась решимость, и она поняла, что не может сдаться. Наконец, когда ни одна машина не остановилась, она достала телефон и набрала номер своей подруги Эммы, которая всегда была рядом в трудные времена. Спустя 30 минут нетерпеливого ожидания Эмма наконец появилась, и ее беспокойное лицо сразу подтвердило Эларе, что она не одна. Эмма быстро вышла из машины, ее лицо искажали беспокойство и тревога, когда она обняла Элару. «Что произошло?» – спросила Эмма с искренним интересом и готовностью помочь, когда они устроились в автомобиле, чтобы выслушать ее. Элара рассказала о ссоре, о том, как Дэйв ее выбросил из машины, но главное – о своей непоколебимой решимости отомстить за все унижения, которые она пережила. Они обе знали, что это решение может изменить все. Это будет не просто месть. Это будет акт справедливости, который Элара должна была совершить, чтобы освободить саму себя от клеток, в которые ее заключили. Именно в этом моменте их разговор стал более серьезным. Они начали обсуждать множество вариантов, начиная от обращения в полицию и заканчивая поиском безопасного места, но Элара настояла на своем. Ей нужно было сначала отдохнуть и построить план, прежде чем принимать какие-либо решения. На следующее утро Элара, полная решимости и злости, решила вернуться в свой дом. Это было непросто. Она понимала, что каждая минута, проведенная в ожидании назад, напоминала о старых обидах и разочарованиях. Когда Дэйв ушел на работу, Элара взяла себя в руки и снова надела на себя маску невидимости, зная, что это будет ее единственный шанс. Сердце колотилось, когда она проникала в его офис. Это было священное место, где Дэйв хранил свои секреты, и она понимала, что это место могло стать для нее важной базой для достижения ее целей. Она принялась собирать компрометирующие документы и вскоре нашла серию сомнительных финансовых операций, которые могли существенно его дискредитировать в обществе. Стремясь сохранить каждую деталь, она достала фотокамеру и сделала фотографии улик, чувствовать себя как охотник, собирающий доказательства для своей меты. Это было удовлетворение и уверенность в том, что она может вернуть себе силу, которую потеряла. Вскоре после этого Элара вызвала частного детектива, которого ей рекомендовала Эмма. Он был опытен и быстро понял всю сложность ситуации. Элара передала ему собранные документы и рассказала свою историю, и с каждой минутой ее уверенность росла. Она чувствовала, как ее внутренние силы начинают пробуждаться и как план, над которым она так долго работала, становится более реальным. «Мы поймаем его», – обещал детектив. «Нам нужно собрать больше доказательств». Он делал акцент на том, что важно знать, что у Дэйва нет возможности сбежать от ответственности за свои действия. Обсуждая стратегию, Элара чувствовала, что это действительно начало ее мести, и каждая минута разговора становилась для нее шагом к окончательному решению. Детектив согласился продолжать собирать информацию, и они установили канал связи, чтобы Элара могла оставаться в курсе всех событий. Когда она вышла с собрания,
В ее сердце зародилось чувство силы, решимости и контроля над своей жизнью. Она знала, что наступает ее час, и никто не сможет помешать ей осуществить задуманное. Тем временем Дэйв вернулся домой и вскоре заметил, что Элары нет. Первоначально он испытывал гнев и недоумение, не понимая, что произошло. Как известно, его чувство жертвенности потихоньку начинало угасать, и он стал еще более раздражительным. По дому он все ходил и осознавал, что что-то потеряно. Не только Элара, но и важные вещи, которые имели для него значение. Его сердце колотилось в груди от тревоги, когда он проверял все уголки квартиры, осознавая, что вместо уюта и тепла там осталась только его собственная растерянность. Сердечно ощутив, как не хватает Элары, и вскоре пришли зловещие сообщения от Элары, которые усиливали его паранойю. Его разум, уже переполненный напряжением, стал страдать от этого хаоса. Дэйв пытался дозвониться до Элары, но его призывы оставались без ответа, и это только добавляло масла в огонь. Мысли о том, что где-то она может быть в безопасности, но в то же время может делать что-то, что разрушит его, заставляли его сильно нервничать. Он не знал, куда она могла подеваться, и его раздражение росло с каждой минутой. Он чувствовал, как его спокойствие уходит, и с каждым неудавшимся звонком страх становился все больше. Каждый раз, когда он видел мобильник, его охватывал страх, что она может его разоблачить и выставить на посмешище вполне заслуженно. Эти мысли только усиливали его внутренний конфликт и страх перед тем, что ждет его впереди. Между разговорами с коллегами и игрой в маскировку Дэйв чувствовал, что теряет контроль над ситуацией, и вскоре это стало проявляться в его поведении. В офисе его рассеянность начала беспокоить коллег, и вскоре они начали замечать его странное поведение. Он не мог сосредоточиться на работе. Даже самые простые задачи вызывали трудности. С каждым новым сообщением от Элары он понимал, что ее игра становится все более запутанной, и он усмехался от злости из-за своей беспомощности. Вместо того, чтобы решить проблему, он оказался в ловушке, о которой даже не догадывался, связанной своими собственными демонами. Вернувшись домой, Элара решила, что пришло время действовать официально. Она встретилась с адвокатом, чтобы обсудить защиту своих активов, но единственной причиной встречи стало желание отмести всю неправду, которую принес ей Дэйв. Адвокат, выслушав ее историю, настоял на документировании всех инцидентов и подготовке юридических запросов. Элара почувствовала ответственность за свою жизнь и будущее, и это ощущение стало для нее стимулом. Все активы, которые она когда-либо имела, должны были быть защищены, и она была полна решимости добиваться справедливости в этой сложной ситуации. Страх у нее постепенно исчезал, и уверенность росла. Она также решила, что наступил час раскрыть правду, и воспользовалась каждым моментом, чтобы донести до всех правду о Дэйве. Элара организовала встречи с журналистами, чтобы довести до общественности информацию о незаконной деятельности Дэйва. Журналисты с интересом слушали ее и задавали уточняющие вопросы. Это стало началом ее освобождения. Она почувствовала, как груз с плеч свалился. Она завела новые знакомства и свое дело превратила в союз независимых людей. Каждое слово приносило ей облегчение и уверенность в том, что все произойдет именно так, как она задумывала. С каждым новым шагом Элара оставляла анонимные сообщения о недочетах в бухгалтерии Дэйва, вызывает внутреннее расследование. Это не только привлекло внимание более высоких инстанций, но и с каждым днем вызывало все большее давление на него. Дэйв, чувствуя тревогу и напряжение, не знал, как справиться с ситуацией. Каждый новый день приносил новые разочарования и беспокойство. Он чувствовал, что ситуация становится все более запутанной, и каждая новая информация только добавляла масла в огонь его паранойи. Его состояние становилось крайне восприимчивым. Он все больше отдалялся от своих друзей и коллег. Элара не останавливалась на достигнутом. Она встретилась с конкурентом Дэйва, предложив ему компрометирующую информацию о его финансовых махинациях. Он, понимая, что это поможет ему подставить Дэйва, согласился помочь ей. Это стало важным шагом в ее плане, и они начали разрабатывать стратегию,
как лучше всего использовать эту информацию для того, чтобы вернуть Эларе ее жизнь. Доверие и поддержка со стороны соперника освободили Элару от оставшихся сомнений. Она чувствовала, что теперь, когда на ее стороне не только ее решимость, но и уверенность, она слишком близка к цели. Приближаясь к последней стадии своего плана, Элара начала готовиться к конфронтации с Дэйвом. Ее сердце колотилось от волнения и страха, но внутри нее горела решимость. Она держала связь с детективом, который консультировал ее относительно следующих шагов, и обдумывала каждую деталь своего плана. Элара понимала, что теперь это не просто месть, а именно момент расплаты за все страдания, которые она выдержала. Все шаги были раскладываемы по полочкам, и она ощущала, что приближается к важному моменту в своей жизни. Дэйв наконец решил, что пора найти Элару и выяснить, где она скрывается. Он обратился к общим друзьям, пытаясь выяснить, где она может быть. Следы привели его к дому Эммы, где он в ярости потребовал встречи с Эларой. Элара, готовая к этому моменту, вошла с диктофоном и юридическими документами, которые вместе заполнили ее с уверенностью. Она знала, что этот разговор буквально изменит курс их жизни навсегда, и была готова к любому повороту событий. «Ты прошел черту», – произнесла Элара, сжимая документы в руках и смотря прямо в его глаза. «Если ты не согласишься на справедливое разделение имущества и не прекратишь все твое незаконное поведение, я раскрою все твои тайны и покажу мир, каков ты есть на самом деле». Дэйв, не ожидая такого поворота, пытался запугать Элару, но ее хитрость и решимость непоколебимо стояли на своем. Ощущая поддержу за спиной, она была сильнее, чем когда-либо прежде. Элара фиксировала угрозы на диктофон, демонстрируя свою уверенность и готовность сразиться с ним на любом фронте. Так они разгоняли свои страхи, и в этом конфликте никто больше не мог быть безразличным. Дэйв, переживший этот самый сложный момент в своей жизни, оказался под давлением со стороны всех тех, кто когда-либо значил для него что-то. Его союзники начали отдаляться от него, а коллеги начали шептаться за его спиной. С каждым новым взглядом и смехом его уверенность в себе исчезала. Он чувствовал, что его карьера рушится, и не знал, как это остановить. Он также понимал, что на фоне всего происходящего у него больше нет поддержки, что добавляло ему еще большее страху. Его внутренний мир начинал разрушаться, как карточный домик на фоне непогоды. После получения уведомления о внутреннем расследовании Дэйв почувствовал, что назревает буря. Он пытался связаться с знакомыми, но все чаще получал отказы. Непонимание доказывало только одно – его не воспринимали всерьез, и это угнетало его еще больше. Он осознавал, что его репутация разрушена и восстановить ее уже невозможно. Те, кто когда-либо доверял ему, начали отстраняться, и он оказался в ловушке своей же лжи. Элара решила, что пришло время для финального удара. Она организовала публичную конфронтацию на благотворительном мероприятии, где собирались высокопрофильные гости и журналисты. Сердце ее колотилось от волнения, когда она вышла на сцену, чтобы разоблачить все неправды Дэйва. Она показала документы, вскрывающие всю суть его финансовых махинаций и обмана, и вскоре дело вышло на уровень, где никто не мог остаться в стороне. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и Дэйв столкнулся с полным крахом репутации. На следующий день репортеры окружили Дэйва, задавая вопросы, которые он не мог игнорировать. Это было унизительно и страшно. Элара продолжала разоблачать его как настоящая охотница за правдой. Она не только разрушала его жизнь, но и показывала всем его истинную натуру. Каждое ее слово становилось доводом, каждый новый факт подрывал почву под его ногами. Он понимал, что не сделает ничего, чтобы изменить ситуацию и расплатиться за все когда-то потерянное добро. Прошло несколько месяцев, и Элара ощутила освобождение и облегчение. Ее жизнь начала меняться. Она стала сильной и независимой, способной на большее, чем когда-либо. Она начала строить свою жизнь заново, составив список целей, которые давно откладывала из-за Дэйва. С поддержкой Эммы и детектива она была готова оставить все прежние обиды позади и написать новую главу своей жизни, полную надежд и мечтаний.
Каждое утро она начинала с благодарности за возможность начать заново и за уроки, которые пришли через страдания. Это был ее новый шанс. И на этот раз она знала, что не упустит его.